А, проклятая лошадь! Уходи из этого заведения! Сюда животным нельзя! Пошел вон! По морде тебе! По морде! По морде! Уже улетела борода. А чё я так долго стою и думаю? Потому что конь в таверне агрессивный. Это тебе не это. Вот смотри, за этого больше далёк. И щадие сквер. Начальник этот судомит весь пол изгадил. О нет! Что же делать? На работу! На работу! Пошел на работу! На работу пошел! На работу! На работу! Waterdeep, one of the greatest Waterdeep. cities in all of Faerun. Это город, куда все уезжают в ссылки. Типичный город, где живут в мире все представители всех рас. Но, тем не менее, под ним есть совершенно другое королевство. Как подземелье. Называется Undermountain. Построено бешеным магом Холостером. Холостер тут поставил ловушки и разводил существ страшных, чтобы испытать искателей приключения. И большинство встречает смерть в этих пещерах. Но, несмотря на это, люди в Waterdeep чувствуют себя в безопасности. Потому что редко когда что-то выходит оттуда. До этого момента так было. Потому что есть еще одна королевство, которое существует еще ниже. Там только тени и зло. И место это называется подземье, Underdark. Там живут злобные темные эльфы, дроу, которые проживают рядом с другими страшными существами этого мира. Это дроу ведут теперь армия этих существ называется Waterdeep. Компания зла и страха. Этот темный час лорды Waterdeep позвали героев, дали клич, чтобы он лицом к лицу встретил этих темных эльфов и смог победить Орду Underdark. Теперь что твои приготовления окончены. Очень близко, благоговейная госпожа. Испытываемого терпения и бит, ты заставляешь меня ждать, мерзотник. Меня, красу подземной тьмы, темную королеву теней. Королевскую королеву темных теней? Нет, конечно, моя госпожа. Тогда где я хочу видеть эту тварь, про которую, как решают мои шпионы, помешает моему процветанию? Я не верю, что кто-то может помешать этому, великой богине. Так, я и думала. Шпионы знают больше, чем простые смерты. А он меня уничтожит. Так они утверждают, если я не начну действовать. Продолжай, мудрец. Я не могу больше ждать. Что это? Житель Земли? Безусловно, мужчина. Твои чары начали тебя подводить, идиот? Нет, госпожа, это действительно образ того, кто победит вас. Никто не победит меня! Это образ всего лишь угроза. Обойдусь с ним, как и с другими. Ты, самец, убери этого дохлого болвана и вызови моих красных сестер. Немедленно. Да, благоговейная госпожа.
ты, житель Земли, кто бы ты ни был, никакую угрозу не представлял бы, ты не спрячешься. Темные эльфы быстро поразят тебя и безжалостно. Drow shall strike swiftly and without mercy. Ну что же, всем привет, наши зрители, подписчики. И мы вернулись. Прошло совсем немного времени. Мы доехали до Уотердипа, куда отправляются все утомленные искатели приключений. И сегодня мы начинаем проходить второй аддон. Великолепный Hordes of Underdark. Да, тут, в общем, вкратце, если говорить о сюжете, Waterdeep — прекрасное место, куда отбывают все, не только искатели приключений даже, но и любые сумасшедшие карлики, проповедники. И что уехать в Waterdeep уже стало таким выражением крылатым. Вот, но тут начинается какая-то фигня твориться. Есть, в общем, под Waterdeep'ом какой-то Undermountain, там живут упыри, а под Undermountain'ом есть еще Underdark, то есть подземье. И там начала твориться фигня, и, как всегда, надо этой фигне нам противостоять. Только я не знаю, почему мы... Ну, хотя понятно. Все, оказывается, все дороги ведут в Waterdeep, вот и нас они сюда привели, и придется нам воевать с этими дроу, которые что-то замышляют. Вот. А нас-то не выпускают из комнаты, кстати говоря. Да Мне ты надо чё? поговорить с той бабенцей, которая к тебе ворвалась. В общем, Ну, началось короче. с того, что на путешественника, прибывшего и обосновавшегося в местной гостинице, ночью нападает сон, в котором ему снится, что баба, темный эльф в бронебикини, видит его в качестве своей угрозы. И, следуя своей женской натуре, начинает его преследовать. На что она отправляет диверсанта, который проникает, тырит портки нашего героя. И тут она была бы такова, но что-то его пробуждает, и вошедшей женщине дроу-ассасину выписывается с ноги. И на этом начинается история. А мы сидим в комнате здесь, потому что мы не Ну хост, да, а хост тут, сэр блин, Холмс. это все странно. Дурацко сделана игра. Это дурацкая игра. Шутка. В общем, надо сначала поговорить вот... Ой, что это такое? Зигмар, клык цапля, такую дверь. Что, получилось? Нет. Мне не получилось. Попадание. Ладно. Так, в общем, тут я спал, значит, потом проснулся, стал заклинание изучать, там вижу, стоит дроу. Я решил отдохнуть, перезарядить заклинание, дроу на меня напала, и вот она сейчас в итоге валяется мертвой, тут дочь хозяйки гостиницы, ой, что такое, тут, я говорю, да, дроу убил. Вот, она говорит, что она была не просто воришкой, наверное, это наемный убийца, случаи нападения уже были, так, ладно, это все надо быстрее промотать, просто чтобы наконец-то что-то происходить начало уже. Так, магию, устройство для перемещения, так, здесь в гостинице, помоги нам защитить Waterdeep, как все предсказуемо, возьми, что тебе необходимо, спасибо, я теперь пойду. Вот, она говорит, возьми все, что тебе нужно, и снаряжение. Отлично. Дверь открылась, нам можно идти. Ура! О, я сделал дело. А вот и там сил. Что ты скажешь мне, женщина? Ничего не скажешь, она просто растворилась. Итак, самое интересное сейчас предстоит в том, что нам откроют доступ в оружейную, потому что наши шмотки стырили. Ну, как бы шмотки вот этого очаровательного эталона гномской красоты. Но наши шмотки с нами. Да ты пузатый, я смотрю. Но нам все равно дают возможность насладиться оружейной. Арсеналом. Я думаю, сейчас мы можно переоденемся быстренько, распределим шмоточки и вернемся к вам. Итак, мы слегка преобразились. И вижу здесь закрытая дверь. Что же делать? Конечно, выбить ее к чертовой бабушке. Получай. Да. А мы теперь Целитель. стали хаотичными. Да, ну немножко хаотизировало нас. Я что-то забыл про это.
Да, у нас паладин в пати, осторожней. Кстати, какого Нет. у вас у кого алаймент? У тебя, Вал, какой? Злой, У меня поди, хаотичный. хаотично законопослушный, нейтральный. Ну, уже не совсем Чё? законопослушный. Было Я ему дверь поддался. таверне. Я У поддался меня искушению. нейтральный. Получается, у меня... Сейчас Как видит дверь, за него порядочный, нейтральный. сразу. Так, а что тут у нас какие-то ребята в комнате? Давайте поболтаем с ними. Да, с ними нечего Мы болтать. с ними уже болтали. А. Так а что они говорят-то? Они говорят, ну ничего, нормально. Могу быть слишком дряхлым, чтобы самому почувствовать подгорье. Кстати, я сейчас отдохну, вот я отдохну, и мне нужно проверить одну вещь. Возможно, поскольку экран чернеет, то будет ли это все записано? Сейчас, одну минуточку мы... Итак, да, все хорошо, все отлично, все записывается, прелестно. Так, а мы ж А тут- оттуда, мы ж оттуда тут- вышли. Слушай, Тонарель говорит, «Жляю тебя, удачи». Я запомню. Ну, пожалей. Так, здесь не будем эту дверь ломать опять? Ну, хотя, может, и не стоит. Подожди, у меня же есть... У тебя же есть отпирание двери. Вот Ну, что. У Степан! меня есть брат Семен. Точно, Так, еще и одна как я вам сублимированная могу феечка. показать? Просто поклацай Так, на дверь. на дверь поймёшь, нажми, нужно да. делать. Дверь поклацать. И он скажет, хорошо, сейчас я открою это для тебя. Похоже, не сдвинула. А, нет, сдвинула. Подожди, стоп. Паладин взломал. Чё? Это потому, что ты нажал на дверь, а не Холмс. Ну, сдвинул, у меня написано одно. Как действие И у Ларда вас тоже Лайтсворд. было? Ну да, я нажал на дверь сейчас. Так не надо было. Нет, Вот. какая разница? Да, Ладно, без тоже разницы. нажал, Этого сдвинулось. больше не вернуть. Мы идем вниз. Да, Собственно, потом... на пути сейчас мы, очевидно, встретим наших старых знакомых. Да, только посмотрите на это. Дейлан, Красный Тигр, Шарвин, проклятая дезертирка. Ладно, поговорим с ними. Орел добра окружает эту эльфийку. А, нет, это еще текст. Орел добра окружает эту эльфийку, которая с уважением кивает вам головой. Вы замечаете на ее шее серебряный амулет, означающий, что она клирик эльфийской богини Силахин Мунбоу. Жалину. Жлину? А, ну да, злину. Жалин. Ха, мы рады тебе, дорогуша. Я понимаю, что все здесь ждут тебя с нетерпением. Хозяин таверны отказался выложить нас, пока Зигмар Клыкцапли не появился. Я, например, не для того путешествовал в такую даль в Ватердип, чтобы предложить помощь, которую отвергают. Не нужно быть таким несправедливым, Дейлан. Пойми, мужчина, что находиться перед нами... что находится перед нами, заслуживает нашего уважения. Он достойный искатель приключений, и тот факт, что он здесь, послужит во благо нашему делу. Ха! Правда, что так мало нет таких дел, на которых можно заработать целые сотни тысяч золотых, ага? Это говорит храмовный упырь из храма Тира, который там ошивался в первой части, предлагал на свои услуги взломщика. Томми Аскал. Шарвин, дезертирка. У нас подвисельник. Вот он в каноничном варианте он подвисельник, но у меня он почему-то Аскал. Я соглашусь с Томми, золото говорит громче, чем любые дела, которые я когда-либо слышала. Странные вещи ты говоришь для барда, Шарвин. Разве ты не способна почувствовать рождение легенды? Сомневаюсь, что наш друг согласится с тобой. Тогда почему бы нам не спросить его? Как ты думаешь, Зигмар, что привел тебя в Уотердип в этот недобрый час? Я никогда не против приключений, если награда подходящая. Может, тебя не волнует, Я что им пока происходит? ковер расплавлю кислотой. Что происходит в Уотердипе, а меня волнует. Честно говоря, я вообще не знаю, зачем я здесь. Я дам тебе знать, если это когда-нибудь будет тебя касаться. Если подворачивается возможность кого-нибудь убить, я всегда наготове. Дурнан призвал героев. Я здесь, чтобы сделать доброе дело. Вот этот вариант выбрал бы наш эльфийский друг. Но нет. Я не против приключений. Нет, хотя подожди, я же монах. Ну да. Честно говоря, я вообще не знаю, зачем я здесь. Хорошо. Я просто зашел выпить. Эльфийка, клирик еще некоторое время разглядывая. Я слышал о тебе, Зигмар, но должна признать, довольно плохо знаю подробности. Возможно, у нас будет шанс путешествовать вместе. Наверное, потому что Зигор из другой вселенной. Вариант. У меня и с собственными Поэтому оно- спутниками забот хватает, да, господа? Было бы неплохо. Ну, возможно, после того, как ты поговоришь с Турнаном, у нас будет такая возможность. Я жду с нетерпением, дорогуша. Эй, да она запала на меня. Мне нужно идти.
Мастер Дурман думал, у ожидает тебя тебя красный в соседней тигр запал. комнате. Ну, то, что мы с ним соотечественники, еще ничего не означает. Он варвар, а я упорядоченное существо. Ну, почти. 2 очка назад я был более упорядоченным. Заверши диалог. Ну, собственно, все. Идем дальше. А дайте вот здесь есть какие-то NPC с именами. Ну, тут есть Спонсор Дрезер, какая-то. Алканавт говорит. Гном с длинными высохшими потеками крови на лице и кружка в руке выглядит довольным и очень пьяным. Я тебе правду скажу, я пробовал кровь и хочу пробовать еще. Я сам же не жду вашу крови. Ща добью свою выбивку пиздохода. Заглядая с выжженных монстрящих взгов, тренированных в моем топоре. Нет, ну, он говорит слишком метафоричным языком, как для упоротого гнома. Я Да, присоединюсь к какой-то тебе на ты. перу, друг гном. И я сразу понял, ты можешь назвать меня Дреззи, ладно? Вот, я прожрал себе путь через кишки дракона, чтобы вырваться из сложного положения. Дреззи. Дреззи, что ты слышал? Так это же кишечный бегун. Точно, кишечный бегун? Ах ты, с криками. За Убершрайк! Я рад сообщить тебе, что драконья селезенка вкуснейшая. Так это чёс какой-то. Так, начнем сначала. Как ты оказался внутри дракона? Я думал, тут все ясно, он сожрал меня одним большим глотком. Я и моя семья искали новый дом, и мы слушали в том кроватном подземелье, что прототипом, ты знаешь, мы решили, что магу, который там построил, приходится пара другая гномов, чтобы порядок наводить, и пошли искать Галастера. И что, ты хотел жить в Гости. Подгорье? Конечно, звучит это уютное местечко, да, потом на нас набросился дракон. Он сожрал моего брата и папашу, хотя мамашу жрать отказался. Наверное, побоялся, что она кисловатая, все такое. Просто плюнул своей кислотой и растворил ее на месте. Ну, в конце концов, он его сожрал. Ладно, до Интересно. свидания. Ага, да, цари же тебя, дракон. Да, понятно. Все, и он Так, на здесь этом... На этом... есть... А нет, она ничего не говорит. Так, тут у нас есть только беженцы, и все. Можно идти NPC-шники. дальше. Да, конечно. Итак, Ну, вперед. давай идти. А где тут был этот... Что-то я не понял. Итак. А, во! Он заговорил со мной. Мгм. Ну что, моя очередь. Дюрнан. И сразу же Дурнан поворачивается к вам, когда вы входите в общий зал. Строгий, солидный человек, который когда-то был... Скверно. Скверно. Это все проделки скверны. О, у меня, кстати, с кинжала опять на ковер капает. Скверно. Надеюсь, они не против. Который когда-то был великим воином, теперь на лице явно обозначилось облегчение. С облегчением, чувак. Поздравления, Лолк. Я рад, что вы наконец это сделали. Надеюсь, вы неплохо провели время. Так, да вы че? Шутите, у меня отобрали все, что у меня было, ёпта. Черты лица Дурнана вдруг напряглись, глубокий гнев стал очевиден. Да! Тамзиль рассказала мне все, что произошло. Я могу извиниться как надо, Лолк. Чего ты не можешь извиниться? Как только я буду абсолютно уверен в безопасности моих гостей, но не более того. Проклятый дроу пришел и ушел, как они и просили, кажется. Ушел на тот свет. Настали темные времена для нашего города. Сампутированная. Времена кончаются. These А. are the The Dark Times. Враги глубины морской, он имеет в виду Waterdeep, наверное, должно быть прознать, что вы ответили на наш клич героям. Принимая во внимание вашу репутацию, неудивительно, что вы стали их... А, да, кстати, я вспомнил. Там опять звали на помощь, типа эти темные эльфы набегают, помогите. Waterdeep. Ладно, так. Дроу заплатят за это, мне нужно вернуть мои вещи. Тем временем Домик подвис. дочка хозяина Чё говорит: они повсюду, они, наверное, пришли через колодец в подвале. Ну, Блин, что, уже нападают? она Нет, немножко пока, но опережает это- события, ну, в целом, как бы она права. Я думаю, что просто она таким образом нам обрисовывает некоторое стратегическое
стратегическую диспозицию. Проводит нам небольшую рекогносцировку. Блин, тут так много народу. Ладно. Томми подвисельник говорит: подожди секунду. Вор Дроу пришел и украл все ваше обмундирование. А-за-за-за-за. Если б я знал, что это будет так легко, я бы сам вас грабанул. А-за-за-за-за-за. Вот мой день. Дурно усмиряет смех. Томми одним холодным взглядом. Это не предмет для шуток. Дроу в игры не играют. Я думаю, что воровство было лишь первым шагом в их миссии. А Дроу, скорее всего, подумали, что без обмундирования вы будете уязвимы. Наверное, через пару секунд появится убийца Дроу, прикончит вас во сне. К счастью, вы проснулись, помешали их планам. Другим в Уотердипе так не повезло. Есть информация о нескольких выдающихся гражданах, найденных убитыми в своих постелях. Вот упыря. Глубина морская находится под атакой. Народ живет в страхе. Вот почему я и бросил клич. Зачем ты бросил клич «Подними», на который вы все откликнулись? Мы предпримем кое-что по этому поводу. Так. А почему лорды Уотердип не занимаются этим? Они хорошо защищают город. Уже было бы в Подземногорье, поэтому именно меня назначат ответственным за это предприятие. Ага. Томми хочет помочь. Хочет, пока это вознаграждение в 100 тысяч золотом лежит на столе. Лину говорит: не все мы пришли сюда, только из золота дурно. Какой интересный акцент. Действительно хотят помочь. Пора немножко внести Скажи. небольшого суматохи в Расстановку это построение. Да. Рекогносцировка. Надо спрятать магов, короче, за спины всех. Да, точно. Лину говорит: пожалуйста, скажи нам, что нужно сделать. Да. О, он заговорил. Город осажден, нападающие банды Дроу и других созданий, которых редко можно встретить на поверхности. Атакует город. Мы уверены, что раки остаются из-под горы Андермаунтон. Вот я про эту фигню говорил. На Подземногорье существует уже много столетий. А до этого же не было никаких проблем. Почему? Это то, что надо выяснить. Лабиринт под горой когда-то давно придумал Холостер. Холостер. Маг, который соперничал своей силой с Элминистером. Холостер vs Элминистер. Отчестер. Холостер нахолострил. Управлял подземельем как брутальный тиран. Его магия держала существ внутри и не позволяла им выходить на поверхность, преодолевая глубину вод. Теперь Холостер неожиданно решил выпустить своих созданий. Должны выяснить, зачем. О, да. Нападали Дроу. Почему вы думаете, что с этим связан Холостер? Думаю, странно, что Холостер связался с темными эльфами. Он никогда не был от них в восторге. Но они атакуют с Подземногорья. Это свидетельствует о том, что Холостер втянут в это дело. А может быть, Холостер будет еще жив. Подземногорье было построено сотни тысяч лет назад, но Холостер архимаг. Время не значит для него тоже, что значит для нас. Я уверен, что он все еще жив. Он замешан в этих атаках. Так, в общем, надо найти Холостера и спросить. Ходит разговоров в перде. Так. Время здесь есть существование лолк, но только дурак станет торопиться рваться в Подземногорье. Вот почему я всех вас позвал. Как знают многие из вас... Хочешь выходить отсюда, зараза такая? Ты что там, кого ты там выталкиваешь? Да я пытаюсь его поближе к действию. Но он не хочет ты покидать. хочешь... Чтобы они что-то делали, да? Наконец-то перестали О-о. стоять. Да. Нам, как знают многие из вас, этот постоянный двор был построен вокруг одного из входов в Подземногорье. Ничего себе они построили. Постоянный Магический двор. источник, который спускается, константный двор, который спускается тысячами футов в них, в самую глубину. Просто критический промах по клавиатуре небольшой. А я думал, это вот ардипский акцент. Глава 1. Спуск в них. Хорошо. Блин, ну и стой, Я не в умею такой упырь. посылать кого-то в Подземногорье неподготовленным. Это будет равносильно самоубийству. Предложу вам все советы и обмундирования, которыми располагаю. В сущности, я полагаю, что это была бы неплохая Девушки, не идея. хотите потанцевать? Нет? Там Силь говорит: подождите, что это за звук, отец?
О, Ну, чё за- нет! Это ещё- Готовлюсь к бою. А, это ты, я думал, уже нападают. Да, да, Не, нападать, ещё не сейчас нападают. нападают. Комната источника. Дурон внимательно прислушивается на минуту, прежде чем его глаза округлились, когда он осознал, что вот-вот должно что-то произойти, ребята. Сейчас конец диалога надо нажимать. Блин, а что делать? Бафаемся, Чё делать? бафаемся. Нифига, какие там штуки у Рандора. Блин, а я не могу же паладинские. бафаться прямо сейчас, да? Нажимай конец и пошли вперед. Да, нажимай. Ладно, я буду пробовать заклинания всякие. А, Ой, кого убили? Лысого мужичка. На! Нет, лысый. А у меня ничего. А я с ним могу поговорить, кстати. Они не нападают. Почему? Объект занят и не может поговорить. Ну, я хочу поговорить с тобой. Мы можем решить дело миром. Ой, А, хрен с тобой, получай. о, это убили француза. Блин, чё? И как-то они меня мочат так сильно. А, нафиг, призывай. Колдую все заклинания подряд. Ой, я сейчас умру. Тут всех убили же. Или нет? Да, убили, только что-то я какой-то совсем неуклонянистый. Неуклонистый какой-то я что-то. А что ты там, пьешь зелье, что ли? Ага. О, боже мой, что это было? Ай, Ну, да, я- погоди. Молодец. Нет, не спускайся пока, дайте Чё? может. Ну это не Они обязательно будет. используют портал. Помогите нам остановить их. Что надо? Чё? Здесь стрелы просто, тут здесь остается что-то могли бы А, надо остается. Да, заберите хотя бы зелье. Теперь можно она их спускаться, резает. наверное. Подождите, дайте заклинание защиту сделаем. Да ладно, тоже не защита. Блин! На какого-то глима фольклора оставалось. Ну пойдем. А он все, она... О, нифига, она воскресила людей. Да. Да, ну такая. Дайте бафаемся, подожди. Куда Уже- пошли? Ну все, уже поздно. А, черт возьми. Нужно спасаться. Там сейчас, кстати, нас могут убить, так что второй. Ой, я не хочу умирать. Ну, ничего так, в принципе. Ну так вроде бы Они даже уже неплохо всех по ним убивают. сражаюсь. По лицу тебе. Путь. In your face. Пау. Темноэльфийский. А, Ничего не успел давай. Что-то всех убили тут. А у нас тут кат-сценка небольшая. Мы такие все стоим. И, конечно же, чувак. Что-то сейчас произойдет за твоей спиной. Мы можем не сомневаться. Ты слишком живописно стоишь на фоне нечто. О боже! О нет! Наблюдатель. Так что, его надо тыкать, да? Да нет, ты его не сможешь тыкать. И вот наши старые Не знакомые. иди с ними, не иди. Это катсцена, а не дизлайк. Побежал тоже. Не Так. понял. Сейчас, Они одну пошли за... секунду. Ну что ж, вот так все и получается. Ты приходишь, а потом какие-то злобоглазы, бихолдери нарушают всю идиллию. Идиллию Я забегаловки. нифига не понял, что произошло. Как что Ну, произошло? на нас Напали напали. темные эльфы. А почему мы не пошли за Сделали ними? вылазку. Ну, Потому они что, мстить Бихолдеру пошли. по А мы идее, что не как пошли бы, мстить Бихолду? мы главные Потому герои. что мы- То есть главного героя в момент квеста вместе с Дурном Бихолдер вырубает лучом любви, который он выстреливает. И поэтому он не может броситься с остальными. Остальные бросились и решили Да. набежать. Так я мог. Да, но броситься. голос тебя остановил. Нам нужно поговорить с белой Зестой. Голос разума. Изящно одетая прекрасная женщина с ухоженными руками улыбается вам. Рада наконец познакомиться с тобой лично. Меня зовут Белая Зеста, я жрица, так что если тебе понадобится исцеление или храмовые товары, я смогу тебе помочь. Ты знаешь, кто Она у тебя тоже называется белый тесто? Да, белый тесто. Тесто, да, у меня Зеста. Все тебя знают, как минимум понаслышке. Дурнан сказал мне, что ты будешь здесь, когда просил меня прийти сюда и помочь своими способностями целителя. Этот Дурнан довольно интересный парень, ты не находишь?
Я слышала, что молодой Гонан был еще чем искателем приключений. У него все еще такой сроид. Я была бы не против добавить ее в свой список. До свидания, Зигмар. Надеюсь, у нас будет шанс еще встретиться. Мне нужно исцеление. Ну, в общем, грубо говоря, у нее можно затариться перед этим. Но нам пока продавать особо нечего, поэтому я думаю, что нам пора идти дальше. А куда надо? В дырку прыгать? Нет, надо возвращаться вроде наверх. Стоп. Подожди, я с Дюрнаном поговорю. Ой, Дикен пришел, Дикен, Да, Дикина можно взять с собой. Блин. Дикин. Да, кстати, она дала тебе сейчас палочку воскрешения. Вот, эта штука Да. очень хорошая. В ней, если не ошибаюсь, 20 зарядов должно быть. А Дикен говорит, Нисту, записывая что-то в небольшом томике, маленький Кобальд не замечает твое присутствие. Когда он, глянув, замечает тебя, он широко улыбается. А босс, ты приходишь к большому человеческому городу, Дикен уже знает, как можно войти. Ой, я не знаю, кто такой Дикен по лору. А вот идеальная реплика. Эй, Дикен, а ты не сдох разве? Дикен умер. Кобальд смущенный почесывает голову. Нет, Дикен не может быть мертвый. Босс что, вправду думаешь, что Дикен был мертв все это время? Ну, в последний раз, когда я вас видел, вы были мертвы. Почему босс будет удивленный? Дикен, пойми, что босс уже раз или два умирал, а тот не верил в это. Да, но кто сделал так, чтобы вы воскресли? Кобальд, смущенный, почесывает голову. Кто поднял Дикена? Мать Дикена подняла малыша Дикена. Не, я вообще ничего. Ладно. Так. А что, босс не счастлив поискать Дикена? Поискать Дикена, блин. Честно говоря, я едва помню вас, Дикен. А как босс может такое говорить, малыш Дикен? Теперь есть расстроиться. Дикен есть рады видеть рады видеть босса, в конце концов. Сколько много времени прошло. Дикен завершает свой эпос рассказом о бойсе. А так же, как он и говорил. Ты уже видел, понравилось? О. Он написал книжку, да. Про путешествие. Да, он написал книжку, тут есть реплика. Книга была лучше, чем эта. В ней рассказывалось о чуме в Неверуинтере. С маленькой буквой причем. Ну ладно, ты молодец, Дикен. Дикен счастлив. Дикен работает над книгой над новой. А ты наверх подняться, наверное, там вроде еще что-то было. Нет, нужно Дикен, отстань. вниз идти. Ты уверен? Именно. Так, кто сказал Дурнан? Он сказал, А там удачного магазин не тебе был, что пути, ли? Зигмар. В магазине был, я там продал шмотки кое-какие. Нет, я имею в виду, наверху не было магазина, Нет. чего-то такого. Чё, Чё, надо мне идти, доколоться? И помогите кто-нибудь, за мной гоблин гоняется. Я не хочу просто с ним говорить. У кого там харизма большая? Урандора. Вот давай, пусть. А он уже с тобой заговорил? Ну Как подожди, а если я может отойду от него? Урандор, лови его! Он убегает, лови! скотина! Вот, Чё за фигня? Он исчез. И вот все. так-то. Да чё за фигня, Не, ну надо было с ним говорить в любом случае, он там вроде... Я правда его не помню, что он говорил, но... Что-то там- О боже, нет, скелет! а? Я не знаю, какое заклинание кастовать. Кастую заклинание какой убить не всех. И вот мы здесь, возле входа в легендарный Андердарк. Надо же посмотреть, что по бокам валяется, а не... Фолианты, валяется. гримуары. Ну нет, там ничего нет. И мы входим в... Мы спускаемся в них.
Ой, вот теперь начинается Да. самая худшая Я, часть. кстати, рекомендую обзора. на вот эти вот пентаграммы не наступать. Так, малый магический пролом. Да, Это здесь- магическая штука. Где? Там, В костях? да. Так, держатель факела там что? Следы держатель? человекоподобных Факел? созданий. Ничего. Ай. Здесь очень А много. я увернулся от здесь очень много ловушки. ловушек. А я увернулся, Азаза, я ловкий. Я ловкий зеленый друг. О, Так. кстати, здесь следы. Шарвин мертва. Ну, у кого Так там она- палка-воскрешалка? Давай, возвращаю ее к жизни. Сейчас я. Рез, рез, рез. Давай, паладин, Широко открыл говори. глаза. я спас тебя. Как делать? И мне ничего Ну ты не можешь нужно. озвучивать, а я. This is Undermount. Я умерла, вы кто? Did I die? Who are you? Пол что-то говорит? Ну да. Она говорит, А? она пристально вглядывается в нас. Конечно, ты герой, которого ждал Дурнан. Это я, да. Это я, детка. А, она делает книксон, как это мило. Была битва, мы загнали созерцателя сюда, а потом в меня попала отравленная стрела, и я умерла. Она медленно кивает. Теперь припоминаю, спасибо за мое возвращение. И как тут весело можно умирать в этом мире, спокойно. Что с тобой случилось? общем, Я здесь- точно верно, мы гнали стреляли. Потом кто-то резко свернул, стрелы посыпались, нос из темноты. Тут не так уж темно. Она кивает, случилось все быстро, ни хрена не видела. Вот это вот... Это вот барды. Это вот сущность бардов. Ну, самый слабый погибает первыми, в общем-то. Она недалеко. Крыса! Ой, там- Крыса там- пробежала. крыса. А! С каменной. Так. Враг из глубин. Я не могу на нее напасть, кстати, почему-то. Да не нападай на нее, надо поговорить с ней. Крыса на тебя смотрит, крыс. Да что ты делаешь? Ну, В общем, Одним её с собой- зрителем её с собой меньше. можно взять. Нет, А не можно надо брать ее сказать, с собой, что она не очень возвращался? хороша. А Дикина мы не взяли с собой, А кстати. там кто-то дерется, кто-то дерется. Так, ну, в общем, все, я ей сказал, что она шла. Ой, Слушайте, не, а мы ж нафиг, там Дикина с ядовитый собой не образ взяли, нам какой-то. нужно было Дикина взять с собой. А нафиг он нужен? Ну он, О, он булава бард, он плюс 3. бафает. Да ты че? Да. Ну ладно, мы потом возьмем его уже во второй серии. Он просто Так, у нас, периодически смотрите. делает всякие комментарии смешные, поэтому я бы взял бы его. Мы возьмем его во второй серии. Я не против, да. Не переживай. Так, в какую сторону идти, тут дофига всего. Ну, смотрите, собственно говоря, что здесь происходит. Вот нам нужно вот за этот мостик на второй уровень. И тут, видите, вот есть колонны. Тут как бы собирать все их опускать не нужно. А тут вот есть Пластилинчик. рычаги. А в рычаги вставляются палки цвета, соответствующие цвета колонны, и колонна опускается. И нам нужно проделать проход среди них. То есть нам нужно хотя бы желтый, Так, ну- синий и зеленый, тогда мы сможем протиснуться. Здесь, в общем-то, есть следы какие-то. Возможно, нам в эту сторону. Повсюду следы. Ой, там дроу. Мы же ничего Там не дроу. можем. Похоже, пришел гуманоид, преследовали два других гуманоида, их спугнула большая группа тварей, вы на 90% уверены, что это были дроуки. Их Ну, и вызвать мы не Вот умеем. Дроу Дроуки нужно это идти же к- полуки, К да? друкам, пошли Ой, к блин, друкам. Нет, Тот, дроуки это кого хочет полупауки, уничтожить полудроу. Матрона. Уничтожить. Так, мага сразу. Вырубаем. На, Блин. на. И даже чтобы не полечился, упырь. Я тебя поколдырю. Стрелок дроу. Спать. Жрец. Жрец, да? На. Боевой пырик. Блин, ничего не видно, а. Ой, она медведя скастовала. Ой, Ты какой, а? Он бьет-то сильно. А я что-то не могу по ней я попасть не вообще. могу. А медведь не смотрит, смотри, медведь. Ай, да блин, дайте я что-нибудь скастаную, Медведь дайте я подумаю. Так, Посмотрите на медведя. Подумаю. По-моему, он чем-то Я- очень... я не могу кастовать. Он чем-то очень смущен. Его что-то ужасно удивляет. Ну что, в темноте нельзя кастовать, получается? Да, можно. Так у меня ничего не Ну, получается. Ну, на врагов, а возможно, нет.
Так у меня ни на врагов, ни на вас не получается. А, вот защита от магии. Ну хотя, блин, нафиг она нужна. Может, блин, меня тут бьют в спину. Да она лечится, Мяч задрала Мордекаинина. лечиться, я не попадаю по ней. Так, пехотинец. Ты Так, меня а чем лечиться? У раздражаешь. меня нет ли- Беги, беги, ты сейчас умрешь, Арандор. Он бежит за мной. Враги тут не самые. Вот, кстати, вот видите, Ой. пример боевого священника. Сейчас, дайте. Дайте я выпил. Медведя убьешь? Ага. Думал, где. А вот так-то. А ногой. На тебе. Это айкидо. О, тут шлем. Конечно же, я не смогу. Да, определить. сейчас посмотрим. Что Ну-ка, это вообще определите-ка. было все? Ой, я не могу определить. А это я же не друид, да. Шлем не определено, пристальный взгляд. Шлем металлургов специально сконструирован таким образом, сложный ряд линз, мелко Знание вращаться плюс перед 5. глазами. Поиск плюс 5. Ну это... А ты сможешь его взять, Холмс? Ну, я-то могу, только вот нужен ли он мне? Как знание легенд же. Так у меня и так оно прокачано имбово. Так здесь вещи в любом случае будут, мне кажется, такие. Ну ладно, я буду... Так, а дайте Вот только поисковик. сохраняться перед сундуками, здесь очень много ловушек, насколько я помню. Сундуки-мундуки. Так, вот тут уже нет ловушки, я уже попробовал. Но он закрыт. Здесь нужны опытные инженеры. У меня есть один такой. Так, который закрыт? Вот этот. Да, они оба, наверное. Вот этот ящик закрыт, да? Мгм. Этот. Степан? Да и второй тоже Взять? закрыт. Блин, вот я призвал этого. Да нет, да не так! Нет, стой! Ты должен был скомандовать ему стоять. Ну, Где он бестолочь, сейчас смотри, сделал? свалил. Ого. О, я заберу Длинный меч плюс 3, вот это да. А что за броня? Да. Холмс, ну ты чего ты не распознаешь вещи? М. Так вы А, не может сказали, что там набежали чайки такие, налетели, мне место Привет, протиснуть привет, было ну ближе. сразу же. А, всего лишь на все, кожаный Так, доспех плюс волшебные доспехи, кожаные доспехи плюс 3, 3. да. Ясность сознания. Пригодится, наверное. Налетели чайки, я не смог пройти просто, а вы мне не сказали, что там. А что, не забирайте доспехи? Я не забираю. Я монах, меня вообще материальные ценности здесь Я тоже не взял. особо интересую, потому что мне нужны Есть робы. деньги, есть... Я взял. Надо Надо ли для БК силы может быки взять? бери. Силы быки бери. Мне заклинаний с ней не надо, так что пусть он... Так, ну вообще на самом деле я предлагаю, знаете что, господа? Сейчас пока закончить на этом и пойти за Дикином и все дела, и вообще надо сориентироваться как-то, потому что за мага играю, а это вообще мука для меня. Не знаю, зачем я решил, Мука. но- потому что они хотели играть не за магов, мне пришлось играть за мага. Надо с этим всем разбираться. Ну, что ж, спасибо, что были с нами. Рады наконец-то взяться за Орды Андердарка. Господа, дамы, зрители. Всем лайки, подписки. Всем пока. Пока. А,